Так, сейчас подождем девушек, да и не только девушек, из Инстаграм. И будем начинать эфир. Буду отвечать на вопросы и из Телеграм, и из Инстаграм. Всем привет. Привет, привет, привет. Как и обещал, выхожу сегодня в эфир. Привет из Тирасполя. И в Тирасполе тоже привет. Так. Прекрасно, прекрасно. Ну, давайте, я думаю, что можно уже присылать свои вопросы в Телеграм. И, конечно же, в Инстаграм. Да, здравствуйте, Марк. В браке с мужем 10 лет. Последние годы ему стало все не то. Постоянно просил, чтобы я изменилась. Я начала верить в это, начала меняться, а ему все равно не то. Я его послала, разошлись, пришла в себя, стала нормальной прежней девушкой. И он начал пытаться меня вернуть. Говорит, был неправ, что я стала классной. Ага. Подскажите, что делать, что вообще с ним происходит. Ну, вот таких ситуаций очень много. Я только сегодня, кстати, об этом говорил с девочками у себя на курсе «Я женщина». Что мужчина, в принципе, меняется в двух случаях. Первое. Это в состоянии влюбленности, когда он только знакомится с женщиной. Вот, и ухаживает за ней. Он еще может в этот период, конечно же, поработать над собой, быть более учтивым. И готов работать, когда женщина ставит точку в отношениях. Она говорит, все, задолбал, хватит, надоело, и уходит. И уходит. Вот. Поэтому это важно. Сейчас, секундочку. Давайте так, если кто-то будет здесь писать какие-то гадости, я буду сразу блокировать, потому что это ненормальная история, когда пишут дерьмо. Вот. Так, дальше сейчас возьмем. Так вот, относительно вопроса вашего. Непонятно, что с ним происходит. Он был неправ. В чем неправ? Важно понимать, что любые отношения мужчины и женщины, которые закончились, они закончились не просто так, а по какой-то причине. И что сделал мужчина для того, чтобы вновь войти в отношения? Если он говорит, я все понял, был неправ. А что изменилось в тебе? Что в тебе изменилось? И вот от этого вопроса, в принципе, отталкивается все. Можно ли попасть к вам на парную консультацию? Ну, я сейчас вообще не занимаюсь консультированием семейных пар. Вот. У меня в команде много психологов, с которыми можно поработать, проработать запрос ваш. Так, скажите, пожалуйста, если мужчина говорит, что у него чувства, а потом блокирует, это как понимать? Это никак не понимать. Вот самое это не нужно вообще никак понимать. Это нужно, значит, заблокировать его и больше никогда с ним не иметь никакой взаимосвязи, даже если он появится. Вот просто от слова совсем. Вот это нужно запомнить раз и навсегда. Есть категория мужчин и женщин-невротиков. Они дебилы. Вот я вам прямо говорю, как есть. Они дебилы. Они не то чтобы в социуме не должны находиться. Их нужно изолировать куда-то, вот, в какую-то общину. Вот. И для того, чтобы их никто не видел. Поэтому, сейчас, секундочку. Я еще раз говорю, если кто-то будет здесь писать гадости какие-то, я буду сразу глушить. Выключая эфир, фашист. Ну, я все прекрасно понимаю. Да, сочувствую, сопереживаю людям, которые находятся там, где сейчас стреляют. Но грести всех под одну гребенку, знаете, там, фашист, не фашист, блядь. Хочется послать на 3 буквы сразу, блин. Долбоебы, блядь. Так вот.
Давайте пойдем дальше. Не будем, простите меня за мой французский, конечно, но по-другому здесь не объяснишь. Важно понимать это, что есть такая категория людей. С ними ни в коем случае нельзя быть в контакте. С ними нельзя поддерживать взаимосвязь. Даже когда они говорят «я понял, осознал». И вы видите, вы знаете, как бывает, вроде бы понял и осознал. Потом опять начинается какая-то качеля эмоциональная. Опять он понял, осознал. Потом опять что-то произошло. Все, это признак того, что напротив вас неадекватный человек. С ним нельзя быть в отношениях, в контакте, в переписке, во встречах каких-то. Тем более ложиться с ним в постель. А уж тем более рожать от такого человека детей. Надо запомнить это раз и навсегда. Раз и навсегда. А если будете продолжать, то это будет, конечно, не очень хорошо для вас. Так, сейчас, секунду. Секунду. Марк, нельзя ругаться, пишет Наталья. Можно. Иногда можно. Иногда без мата, знаете, и не передать всю глубину и прелесть смысловой нагрузки. Вот. А вот как выдашь какую-нибудь перл, так сразу все на свои места становится. Как выйти из отношений с манипулятором? Ну, самое, вот еще, вы смотрите, когда женщина выходит из отношений с манипулятором, самый первый шаг – это обрыв любого контакта, разрыв любых отношений. То есть, это человек, с которым вы можете поддерживать какую-то взаимосвязь, допустим, если там есть дети, либо какие-то обязательства вас еще связывают. Это может быть общение через посредников в прямом смысле слова. Через родственников, через друзей, но не напрямую. Не напрямую. Задача манипулятора сделать все возможное, чтобы вас убедить, переубедить и вновь сыграть на ваших чувствах. Поэтому давайте не будем давать им возможности питаться вашей энергией, вашим вниманием, вашим временем. Сразу надо прекращать контакт. Вот дальше уже все вопросы, связанные с ломкой, с желанием возобновить отношения, с какими-то навязчивыми мыслями, чувство вины, страх, одиночество. Это все вы уже должны отрабатывать в терапии. Идти к психологу, к психотерапевту и там работать со своим запросом, со своей тревожностью. Но ни в коем случае не пытаться взаимодействовать. Потому что это приведет только лишь к ухудшению ситуации. Так, вопрос из телеграм-канала. Марк, здравствуйте. Не получается устроить личную жизнь. Знакомилась на сайтах знакомств, так как сейчас все в интернете. В жизни сложно познакомиться. Внимание обращают, но как-то ухаживать не особо хотят. Кто-то все вяло, как-то все вяло, не пытаются добиться. Например, как-то меня мужчина спросил, есть ли будущее у нашего общения. Я ему ответила, что не знаю, так как я знаю будущего, были сомнения в моих ощущениях к нему. Была только симпатия, но не было больше на тот момент. Он воспринял это как нет, как мне кажется. Далее пропал. Потом я ему объяснила, что не сказала нет, а дальше он просто стал игнорировать мои сообщения. Хотя до этого прямо говорил, что я нравлюсь и что на руках бы меня носил. Да и в последнее время никто особо не цепляет. Вот какая грустная история Марины. Ну, здесь вопросов масса можно задать вам. Нужно понимать вообще, как вы общаетесь с мужчинами. Мужчины это такие, знаете, мы мужчины. Мы очень сильно от вас отличаемся, от женщин. И когда мы встречаем грустных женщин, унылых, нерадостных, они не хотят развиваться, у них все какое-то, приземленное, все сводится к каким-то единым мрачным знаменателям. От такой женщины хочется свалить сразу, сбежать. И вот эти все разговоры добиться,
вот она сразу себя уже королевой начинает там считать, позиционировать. Понятно, что мужчина должен ухаживать за женщиной. Это красиво. Это красиво. Понятно, что он может совершать какие-то даже дебильно-идиотские поступки. Это объяснимо. Потому что в состоянии гормонального нарушения в организме мы там не только по заборам лазим с колючей проволокой, но и готовы по водосточной трубе, значит, с розой в зубах. Но это тоже объяснимо. Вот это сумасшедшее поведение мужчин. Но невозможно объяснить позицию женщины, которая, причем субъективно, для себя определяет, что она является какой-то мега-супер крутой звездой. И что, значит, мужчина должен добиться ее. Ну, как бы не добиться, а ухаживать. Ухаживать красиво, насколько он это умеет. Женщина либо принимает, либо не принимает. Все. Тут как бы вопрос в другом. Но очень много, еще раз повторюсь, зависит от того, как женщина себя ведет. На свидании с мужчиной, в общении с ним. Если она, я уже говорил вчера об этом, если женщина приходит на свидание из состояния страха и неуверенности, из состояния грусти и одиночества, мужчину отталкивает от себя. Когда женщина идет на свидание с любовью к себе, она любит себя, она принимает себя, она счастлива, что она есть у себя. Она не живет какими-то надуманными шаблонными мыслями о том, что ей 35, а она еще не замужем. Она уже себя приписывает там в какие-то старородящие, либо никому не нужные. У нее есть внутренний комфорт. Она счастлива без мужчин. От такой женщины мужчина не захочет отрывать ни глаз, ни ушей, ни рта, ни рук своих, ни своего полового органа. Он будет хотеть находиться рядом с этой женщиной. Он будет завоевывать ее вот только в тот момент. А когда женщина предлагает мужчине «завоюй грусть», да нахрен ему завоевывать грусть? Он что, больной, что ли? Мужчина готов воевать за что-то очень светлое, за что-то очень радостное, за что-то очень красивое, но не за грусть. Понимаете? Он не пойдет добиваться женщину, у которой печаль, тоска в глазах. У него своей печали хватает. Поверьте, у нас, у мужчин, поводов расстраиваться очень много. Очень много. И эти поводы, они как грибы растут днем и ночью. И мужчина каждый день идет в сражение с собой, со своими внутренними конфликтами. И мы говорим про нормальных мужчин. У него там меняются планы, интересы в жизни. Он ставит перед собой какие-то цели, сталкивается с трудностями, преодолевает их. И, и тут получается, что еще ему нужно эту грустную женщину сделать веселой. Зачем? Ему это надо. Для мужской психики, да и для женской, в принципе. Вот вам понравится мужчина унылое говно. То он постоянно ходит и ноет. Все у него плохо, все у него хреново. Вас же самих это просто-напросто выведет из себя. Вы не сможете с таким человеком находиться в близости долго. Вот. Это невозможно просто. Вы будете с ума сходить возле этого постоянно грустного, либо упоротого какого-то мужика. Потому что у него постоянно какие-то мысли, все плохо, все хреново. Никакой радости нет. Так же и с женщиной. Так же и с женщиной. Так. Здравствуйте. Были идеальные отношения с мужем. Он попал в тюрьму. Люблю его. Не знаю, что делать. Ему могут дать срок от 8 до 10 лет. Не хочу свою жизнь спускать на ожидание. Есть сын. Сомневаюсь, что мы с сыном кому-то будем нужны. Сложно что-то в этой ситуации говорить, правда. Очень сложно. Тут вам нужно самостоятельно решать, не обманывать себя, не предавать себя, не пытаться быть идеальной, а прислушаться к себе. Прислушаться к себе и принять решение. Так, секунду. Марк, как перестать плакать после потери сына? Никак не перестать, Светлана. Никак не перестать.
Я год назад тоже похоронил своего сына, младшего. И мне до сих пор хреново. И даже тогда, когда я улыбаюсь, хреново. И когда я смеюсь, хреново. И когда есть праздник, мне тоже хреново. Мне всегда хреново от этой мысли. И от этих чувств, понимаете? Вот. И я понимаю, о чем вы говорите. Это будет всегда. Но со временем, возможно, это перерастет в светлую грусть. Но вы никогда не перестанете плакать. Я таких людей не встречал. Поэтому в этом случае я могу лишь соболезновать вам, поддержать вас, насколько мне это под силу. И с пониманием отнестись к тому, что вы сейчас чувствуете. Так. Не требую от партнера соответствия своим ожиданиям. Расслабляется, не ухаживает. Требовать заботы тоже нельзя. Надо давать себе заботу, самой заботу. Соответственно, пропадает интерес уходить или просить заботы. Ну, здесь же, вы поймите, насильно же мил не будешь, правда? Ты же не можешь заставить мужчину заботиться о себе. Ну что, он просто так... Если он любит свою женщину, он как бы сам захочет это делать. Сам захочет. А так просто как бы, взять его за ухо и сказать: заботься обо мне. Так. Прорабатывать травму нужно, люди выскакивают оттуда и нормально живут дальше. Нет, ну понятно, что есть разные этапы горевания. Вот. После утраты близкого человека. И эти этапы желательно, конечно же, в терапии со специалистом прорабатывать и проживать, чтобы не подвисать на разных этапах горевания. Это все понятно, да. У мужа нет постоянной, хорошо оплачиваемой работы. Говорит, надо сначала разобраться в себе, и потом все придет. 33 года нам. Ну, смотрите, дело в том, что вот эти конфликты внутренние, финансовые, они свойственны каждому человеку. Никто не говорит о том, что мужчина в 33 года должен быть уже олигархом, там, мега-супер крутым и богатым человеком. И это все надумано. Это все надумано и придумано. Я помню, мне однажды, давно один человек сказал, что если у тебя к 35 годам, допустим, ничего нет, там, квартиры или еще чего-то, то значит у тебя уже ничего в этой жизни не получится. Это полнейшая чушь. И слушать подобных людей ни в коем случае нельзя. А то, что касается разбора относительно себя, то есть мужчине нужно разобраться в себе. Возможно, да, не пришло время для обнаружения своего предназначения. Здесь вопрос-то в другом совершенно. Одно дело, когда ваш мужчина лежит на диване, ничего не делает и занимается поиском себя. Это такое безответственное, недостойное поведение. И совсем другая ситуация, когда мужчина работает, и находится в поиске себя, пытается разобраться. Вот такие действия, они должны, наоборот, поощряться. Они должны восхваляться, они должны мотивироваться. Понимаете? Поэтому... Сейчас, одну секунду. Сейчас, давайте из Телеграма вопрос. Марк, откуда у мужчины постоянная мания проверять меня? Телефоны, сети. И если ставят условия в очередной раз, или я ухожу, или ты отдаешь мне телефон на проверку по всем сайтам,
приложение, мне так надоело это, у меня никого нет, я не давала ему повода ни разу. Как поступить с ним? У нас сын есть. Ваш мужчина, Айгуль, психопат. Знаете, есть такое слово психопат. И это ни в коем случае не постыдно. Вот есть патологические психопаты-ревнивцы. Это могут быть психопаты-ревнивцы с шизоидными наклонностями, параноики, истероиды. Это могут быть совершенно разные психические отклонения. От этих людей можно ожидать всего чего угодно. Они не способны справляться со своими мыслями, со своими эмоциями. Они не способны управлять собой. Они находятся в постоянном навязчивом состоянии, что их обманывают, предают. Этому человеку необходима экстренная помощь психиатра, который должен взять под контроль его состояние, вплоть до медикаментозного вмешательства. Естественно, ваш муж, он никогда в жизни на это не пойдет самостоятельно, потому что он не согласится с этим. Ему проще поверить в то, что вы действительно где-то за его спиной, он и так пьет антидепрессанты. Ну, значит, у него хреновый психотерапевт, либо кто-то у него и психиатр, который ему назначал эти препараты, потому что он их себе сам выписал. Ну, тем более, видите, он их себе сам выписал. Вот как бы почему он себя так ведет. Ему нужен специалист, ему нужна помощь, он должен это усвоить. Это не говорит о том, что он плохой человек. Это не говорит о том, что он недостойный человек. Это говорит о том, что он болен. Ему необходимо, и стал их миксовать еще с алкоголем. Молодец какой. Так там может кукушка вообще уехать. Понимаете? Вот, поэтому ему необходима помощь срочная, хорошего специалиста. И до него это необходимо донести. Вот и все. Любыми способами. Любыми. Мария пишет. Мужчина-близнец по гороскопу и говорит, что никогда не любил, 42 года. Мол, его ко мне тянет. Ясно, что строить серьезные отношения не выйдет. Хотя в сексе все чудесно и заботливо. Неужели человек просто запрещает себе чувствовать? Мария, во-первых, причем здесь близнец? Это как-то характеризует мужчину или женщину? Людей характеризует наличие мозгов, развитого интеллекта и уровень развития нейронной шкалы. Более ничего. Все. Понимаете? Близнец, стрелец, козел там какой-то, еще что там, баран, весы, дева или дев, там как сказать про мужчину. Это все хрень на постном масле, в которую людям очень хочется верить, снимая с себя ответственность за принятие каких-либо решений. И что он близнец, он никогда не любил. Вы знаете, что таких манипуляторов я никогда не любил. О Боже, и эта женщина должна перед ним выслужиться, пробудить в нем эти чувства. Вы себе ответьте на вопрос, чего вы хотите. Вы хотите, вот вы же написали, в сексе все здорово. Вы хотите просто заниматься сексом, занимайтесь сексом. Вы хотите построить счастливые отношения, значит, общайтесь с мужчиной, который готов к построению счастливых семейных отношений. А не пытайтесь там каким-то образом его, значит, взрастить, воспитать. Ну, что это такое? А? Вот, это такие еще эти нерешительные невротики. Им все нравится, они все пытаются свою значимость приподнять за счет женщины, которая его там постоянно окучивает. Так. Нет, ну то, что есть люди, у которых присутствует избегающий тип личности, они не идут в отношения близкие. Для них это небезопасно. Такое может быть, я не спорю. Вчера мы об этом с вами говорили. Здравствуйте, Марк. У меня сложные отношения с матерью. Она манипулирует с самого детства, юности. Постоянный контроль, абьюз со стажем. Когда начинаю отстаивать границы, начинает настраивать всех близких против меня. Они перестали уже двери мне открывать. Постоянные сплетни, гадости. Я устал и не понимаю, как дальше.
Вы не поменяете маму свою, я вам сразу говорю. Вы ее не измените, Натали. Не поменяете. Она будет всегда такой. Это больно, грустно признавать, что ваша мама абьюзер и насильник. Но в данном случае я предлагаю просто для того, чтобы вам было проще принимать решения, в рассмотрении подобного, происходящего в вашей жизни, уберите в сторону слово «мама». Оставьте абьюзер, насильник и все. Не надо под приставку делать «мама». Вот вы должны запомнить одну простую вещь. Это для кого-то, может быть, прозвучит дико. Мама – это женщина, которая любит своего ребенка. Любит по-разному, как умеет. Иногда неосторожно. Может быть, немножко суховатой. Может быть, немножко строгой. Но она никак не будет настраивать против своего ребенка родственников. Она никогда не будет заниматься абьюзом. Она никогда не будет насиловать своего ребенка эмоционально, психологически, интеллектуально. Это уже не мама. Это просто женщина, биологическое такое существо, которое дала жизнь. И вот эти все рассуждения, мама это святое, нет, мама это не святое. Святой можно считать маму, которая действительно любила своего ребенка. Но мама, которая издевается над своим ребенком. Я, знаете, у меня разные были запросы терапевтические. Ко мне приходили и обращаются мужчины, которых мамы насиловали сексуально. Вместе с подругами. Понимаете? Вы можете себе представить. Мама трахала своего сына. Дочку свою насиловала. Вот это можно сказать? Мама это святое. Мы должны мать таким матерям по гроб жизни обязаны. Да нет. Нет. Поэтому задача ваша в подобных вот насильственных действиях выбрать максимально безопасную форму общения. Максимально безопасную форму общения. И если это максимальная форма вообще не общаться, значит вообще не общаться. Все. Здесь задача состоит очень простая. Обезопасить свою психику, не сойти с ума. Все, не сойти с ума. Не погибнуть как личность. Сейчас. Мужчина не привлекает внешне, но поступки и ухаживание очень нравятся. Мужчина не про красоту, а про поступки. Как себя в этом убедить? Ольга, не нужно себя в этом убеждать. Зачем себя убеждать? Действительно, так часто бывает, что вы можете встретить красивого, ну, если можно, конечно, про мужчину сказать красивый, сомневаюсь я, но да ладно. Ну, яркого мужчину, такого хорошего, статного. Вот. Он вам очень понравился. Но при этом вы в общении с ним понимаете, что его поступки и действия, они вас, как женщину, обесценивают и разрушают. То есть причиняют вам боль. Вам боль. Постепенно вот эта его вся привлекательность внешняя, она станет омерзительной для вас. Вы не сможете воспринимать этого человека как человека. И обратная ситуация. Вы можете начать отношения с мужчиной, который вам просто приятен, но у вас нет какого-то мега-супер влечения к его внешности, он там не производит на вас эффекта вау. И это не страшно. Дело в том, что через те поступки и действия, и через свое ощущение рядом с этим мужчиной, он может стать для вас самым красивым и прекрасным. У меня много таких девушек было в терапии, которые, я вам даже одну историю расскажу. Вот, у меня, не буду там называть имен и фамилий, у меня была, значит, девушка одна пришла и говорит, так и так, вот у меня не получаются отношения с мужчинами. Я выбираю себе ярких, заметных мужчин, они, как правило, такие самовлюбленные, и рядом с ними я себя постепенно перестаю чувствовать женщиной. Вот. Ну и как бы в процессе общения она пришла к выводу, что она позволит себе общаться с мужчинами, которые не сносят у нее крышу. То есть они не являются ее типажом.
но при этом они абсолютно нормальны, приятны, с ними можно взаимодействовать. И чем это дело закончилось? Она приходит, значит, и смеется. Говорит: Марк, я вам хочу показать мужчину, который за мной ухаживает. И она показывает, значит, фотографию. Там такого невысокого, я сейчас опишу просто типаж этого человека. Значит, такого невысокого роста молодой человек, коренастенький такой, с небольшим животиком, лысый. Голубые глаза, улыбка до ушей. И когда улыбается, смеется, такие ямочки у него здесь на щечках. Весельчак такой, знаете, вот он прям интересный. А она показывает, какие мужчины у нее были до этого. Ну, там такие красавцы, брюнеты, скулы, пресс, яркие глаза. Они прям такие все, знаете, из себя, ну, мачо-мачо, прям с обложки журнала. И она смеется и говорит: ну как, я себя даже представить не могу рядом вот с этим мужчиной, там, в постели, еще где-то. Я буду смеяться. И чем все дело закончилось? Закончилось все тем, что она приходит там, спустя несколько месяцев, похудевшая, прям на ней лица нет, и говорит: у меня проблема. Мужчина, который за мной вот ухаживал, вот этот самый, на которого я говорила, что это не мой вкус, и я как бы не хочу с ним ничего иметь, буду смеяться с ним в сексе. У меня с ним ничего не было. То есть мы еще даже не занимались с ним сексом. Но мне кажется, я его уже люблю. А почему мне так плохо? Потому что он улетел в командировку и предупредил меня, что он там будет не на связи. И должен был вернуться еще вчера, но его до сих пор нет. Мне ужасно плохо. Если с ним что-то произойдет, я сойду с ума. Я без него жить не могу. И когда я у нее спросил, а почему так произошло, в какой момент ты почувствовала, что любишь этого человека и тебе хочется с ним быть, она говорит: вот буквально недавно, когда он уехал, я настолько привыкла к его заботе, к его вниманию, к его поступкам, действиям, к его подходу в общении со мной, к настроению, к легкости. Мне с ним и безопасно, и интересно, и смешно. То есть это настолько многогранно. А почему так произошло? Потому что она на холодный рассудок общалась с мужчиной. Она не выбирала себе мужчину по принципу вау. Принцип вау, он дает много гормонов эндогенных, опиат, которые влияют как наркотики на мозги. Вы там плохо думаете. Плохо думаете. Понятно, что не на 100% это всегда сработает. Бывает, безусловно, такое, что люди общаются, ему человек хороший, но вот не тянет и все, ну не хочется с ним быть, ну ни в какую. Но здесь тогда просто не нужно себя обманывать, не надо обманывать мужчину, честно прямо сказать ему, чтобы не было вот этих манипуляций, играть на чувствах другого человека. Он же тоже там как-то пускает корни, общаясь с вами. Ох, Таня, бред, я не смогла с такими. Вот откуда в вашей башке возникает вообще мысль, я же сказал сейчас, что это не всегда срабатывает, по-другому не обратишься к вам. Вот откуда в вашей башке вообще вот эта необразованность и невоспитанность? На мнение человека сказать, что это бред. Но это нужно быть просто тупицей дворовой, чтобы подобные высказывания делать. Я вот называю вещи своими именами. При этом даже не дослушав до конца завершения мысли. Как это, что вообще в ваших головах происходит, люди, в современном обществе? Почему вы такие невоспитанные, неотесанные? Я не говорю про всех сейчас. Откуда вот это дебилистическое желание показаться умными? Комфортно чувствую себя в одиночестве, но иногда от этого состояния становится не по себе. При этом люблю общение. На что выбрать? Одиночество или окружение людей-эгоистов, которые видят в тебе выгоду? Ну вот видите, что вы пишете? Вот послушайте внимательно. Люблю одиночество, но иногда это состояние становится не по себе. У вас две крайности. С одной стороны одиночество, а с другой стороны
У вас люди эгоисты, которые думают только о себе. Вы никогда не думали о том, что у вас могут быть отношения с людьми, которые не являются эгоистами? М? И я вот часто говорю о том, что если вы находите, во-первых, одиночество, не одиночество, а свобода. Да, вот когда женщина находится в состоянии внутренней свободы, это одна ситуация. А когда мы говорим с вами про состояние одиночества, это совсем другое. Вот когда вы находитесь в состоянии свободы, она вас не отягощает. Вам не хочется бежать куда-то, прятаться от кого-то. Вам не становится грустно. Вам не становится грустно. Отписка. Да валите нахрен, блин, отписка. Еще пугать меня будете отписками своими. Господи. Откуда вы... Отписка. Опустился до их уровня. Такие все, блин... Я вам желаю, чтобы вы в своей жизни принимали так решение, как сейчас отпишитесь от меня. Отписывается она там от меня. Вот когда вас там муж нахер посылает, либо изменяет вам, либо вы не можете принять какого-то жизненно важного решения. Вот будьте такими прям суровыми и уверенными. Отписка, все, отписка. Расстроился я здесь. Да. Люди, мне так нравится. Понятно, что мы сейчас находимся не в кабинете психолога. Это публичное пространство, мы здесь общаемся так, как мы хотим. Да, существует этика. Да, существуют определенные нормы поведения психолога в личной терапии. В личной терапии. Но я что здесь, в личной терапии, что ли? Или здесь терпилу нашли какого-то, чтобы он будет сидеть терпеть, ему будут всякую херню писать, а он будет, я же психолог, плюньте мне в правый глаз, дайте по щеке, по правой я вам подставлю левую. Ну, схренали вообще, схренали. Если вы мне заплатите деньги и придете ко мне в кабинет, сядете напротив кресла, там можно мне и нахер послать. Сказать, вы меня жутко бесите, блядь, Марк. Смотрю на вас, раздражаюсь, харкнуть бы вам в лицо. А вот фу. Делайте, что хотите. Я там буду уравновешен, как бы. Вы заплатили за это. Пожалуйста. Да, что делать, чтобы забыть бывшего мужа? А как вы можете забыть его? Ну, что значит забыть его? Как вас найти в Телеграм? Так, тут девочки спрашивают про курс. Ссылка не открывается. В понедельник стартует 5-дневный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Это сейчас говорю девушкам в Телеграм, у которых не открывается ссылка. Мы еще раз продублируем ее в Телеграм сюда. А здесь девушки, которые находятся в Инстаграм, если вы хотите присоединиться, это бесплатная программа из любой точки мира. Я могу так сказать, что эта программа, уже выпускницами этой программы является более 800 тысяч женщин. Можете себе представить? 800 тысяч участниц. У курса удобно или уникально. А почему эта программа очень крутая? Я вам сейчас объясню. Она крутая по одной простой причине. Там затрагиваются очень важные темы. И личные границы, и сексуальное женское, отношения с мужчинами, и самооценка, и телесные блоки. Поэтому не поленитесь. Сейчас такое время, когда человек должен заниматься прокачиванием себя. Когда человек должен выходить совершенно на иной уровень развития собственного. Не болтаться на уровне удовлетворения базовых потребностей. Поели, поспали, потрахались, блин, и в туалет сходили. Нет. Надо выбираться уже на более высшие уровни, на более высшие ступени. Я иногда смотрю, допустим, некоторые вопросы, и я понимаю, что человек находится на самой примитивной, на базовой ступени удовлетворения своих потребностей. И то не может этого сделать. У него не получается.
Не получается. А это говорит о многом. Что с формулой Бартона? И формула Бартона скоро тоже будет. Прочла вашу книгу, спасибо, очень здорово. Теперь хочу на курс. Книга действительно получилась на редкость удивительно полезной. Сейчас она еще продается, да. Сейчас ее отправили в дополнительный тираж. Это уже 5-й, по-моему, доп. Тираж. 4-й дополнительный тираж будет. Я сам не думал, что она будет таким спросом пользоваться, но это действительно очень классно. Так. У меня сейчас... Я сейчас пишу еще одну книгу. Почему так долго? Я вам сейчас объясню очень интересную вещь. Меня, конечно, за это могут не взлюбить очень многие писатели. Писаки, блин. Я патологически терпеть не могу, когда люди смотрят в лицо и врут. Чуть не сказал матным словом. Знаете что? Особенно, когда они рассказывают, что они пишут книги. Я вам расскажу, как современные писарчуки, писатели, 98% писателей пишут книги. Они записывают на диктофон свою мысль, либо несколько мыслей. Отдают это все на расшифровку. И совершенно левый автор, используя стилистический подход какого-то эксперта, пишет, значит, материал. После этого присылается на вычетку. Если вас устраивает, вы, значит, продолжаете. И если не устраивает, значит, там что-то подправляется. И я вот смотрю на некоторых там психологи. У меня всегда вопрос возникает. А вот это есть, я ничего против него не имею. Есть Сатья Дас, да? Ну, как бы он не психолог, там у него ведическая философия, туда-сюда, ну, неважно. Вот у него куча книг. У меня возникает вопрос. Посмотрите на его расписание поездок по России, там, по другим странам с выступлениями. И постоянно книги выходят. Вы вообще представляете, что это? Вот я писал книгу лично, сам, самостоятельно, без каких-то редакторов, без каких-то авторов, там, собственными руками. У меня на это ушло, ну, больше года. Больше года. При этом я не отрывался от компьютера. У меня ежедневная работа над книгой была. По 3-4 часа. Ночью, днем, неважно. Кроме моей основной деятельности. Эти же смотришь, блин. Он не успевает ездить из города в город, перелеты. И у него книга за книгой выходит. Понимаете? Ну, это, естественно, это маразм просто. Я считаю, что это, во-первых, неуважение к человеку, который покупает твою книгу. А самое удивительное, я был как-то в, не буду говорить где, на одной встрече, где презентовалась книга. Вот. И задаю вопрос человеку. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к этому и этому? Мне кажется, что человек с вашими взглядами на жизнь как-то не одобрит подобного. Да, сказал этот человек. И, значит, обосрал свою же теорию. Обосрал же свою же теорию, представляете? А что, он даже книгу свою не читал. Он даже книгу свою не читает. Я сейчас не буду называть фамилию. Вот. Здравствуйте. Жила с мужчиной 6 лет. Любила. Но он часто морально прессовал. А также его родственники относились неуважительно. Ушла от него такое ощущение, как из тюрьмы. Бывает такое. Зачем вы говорите плохо о других сейчас? Я сейчас о ком-то плохо сказал? Я сказал, что я хорошо отношусь к Сатье, но у меня возникает вопрос. Как он умудряется писать столько книг? Ни о ком плохо я сейчас не сказал. Не надо тут это приписывать.
плохо о ком-то говорите. Я всегда высказываю свое мнение так, как я считаю нужным. Если мне не нравится, например, человек какой-то, я же должен лицемерно сказать: да, я восхищаюсь им. Я вон Шахову написал в WhatsApp, блядь, да, уже который раз. На съемках там рассказывал мне: Марк, восхищаюсь вами, вашим профессионализмом. Вот. Уже с который раз пишу ему. Хоть бы раз ответил уже. Хоть бы раз ответил. Вот я надеюсь, он смотрит там, либо кто-то из ваших, вы там подписчики, вы напишите ему. Что за вообще детский сад какой-то. Если не хочешь общаться, напиши там: Марк, я не хочу с тобой общаться. Спрятался там у себя в Баден-Бадене, блин, сидит на заднице, блин, и боится ответить на смс-ку обычную. Занятой, блин. Прекратите. Вот не нужно людей, не нужно лицемерить, самое главное. Вы хорошими для всех. Вы никогда ни для кого хорошим не будете. Никогда. Так, сейчас вопрос смотрим. Угу. Здесь такие вопросы есть длинные, что прям до утра можно читать. Секундочку. Добрый день. Вы говорили, что после развода 6 месяцев нужно уйти в терапию и не общаться с мужчинами. 6 месяцев жили вместе, как соседи. 6 месяцев разводимся, детей нет. Общаясь с мужчиной, ощущаю себя желанной. Но эмоциональные качели делают свое дело. Я думаю, что мужчина, поняв, что к интиму я пока не готова. Я не грустная, я ухоженная, весела. Я не транслирую негатив. Просто когда мужчина говорит мне: не бойся, я тебя не трахну, я даю реакцию, что со мной так нельзя. И теперь после подарка на 8 марта он медленно остужает отношения. Ну и что теперь? Вот остужает он. Угу. Так. Секунду. Подскажите, мужчина очень активно зовет на свидание. Постоянно и очень настойчиво. Но всегда сливается. Всегда. Он импотент. Идиот, блин. Да вот, девочки, послушайте меня. Послушайте. Есть, я же уже вам говорил об этом. Вы вроде бы вот живете в 21 веке, а до сих пор не научились отличать говно, котлеты и мух. А вы научитесь. Мужчина позвал вас раз на свидание, настойчиво, потом слился. Потом опять позвал на свидание, опять слился, опять позвал на свидание. Вот после второго раза он должен оказаться в черном списке. Он не может больше даже дописаться до вас и дозвониться. А если, например, он с левого телефона пишет вам или звонит, вы просто его опять в черный список. Все. Прекратите заниматься ерундой. Он мне звонит, приглашает, а потом не звонит, а потом передумал, а потом опять. Это с ними нельзя взаимодействовать. Это токсичные люди. Токсичные люди. Марк, я слушала ваши видео, у меня все получилось. Я всегда вспоминаю ваши слова и действия. 8 лет была у него любовница, но сейчас ее нет. И я превзошла сама себя. Это круто. Это круто. Так. Рассталась с мужем 2 месяца назад. У него друзей не было до нас. И сейчас общается с моими друзьями. Это нормально? Мне кажется, что да. Но так неприятно, когда они проводят время вместе. Они взрослые люди, они сами решат, как им проводить время. Понятно, что может быть неприятно. Может быть неприятно.
Но с этим ничего не поделать. Владислав спрашивает, можно ли вернуть доверие? После чего? После чего? Нужно понимать, после чего вы хотите вернуть доверие, с чьей стороны. Ну, там, доверять женщине, либо чтобы женщина вам доверяла. Здравствуйте. Супруг поднимал руки и угрожал, если я уйду, то убьет. Ушла с трудом. Как избил меня, была черепно-мозговая травма. Теперь через месяц бегает, чтобы я простила. Говорит, что изменился. Я подала на развод. Никто не изменился. Изменился на основании чего? Давайте мы разберем эту тему. Вот прям досконально. Обращаюсь к девушкам, которых сейчас бьют мужчины. И они там находятся в отношениях. Либо к девушкам, которые вышли из отношений, где их били. Я вчера об этом говорил. У человека, который бьет свою женщину, уже присутствует маниакальная потребность причинять ей боль. Садистические наклонности. То есть это человек, который входит в состояние ломки. Что такое ломка? Вот как абстинентная ломка начинается, как у наркомана, у алкоголика. Вот у него начинается такая ломка, если он не побьет свою женщину. Не унизит ее, не ударит ее, не толкнет. Запомните это раз навсегда. И когда он говорит, такой мужчина, я исправился, это просто, знаете, вот пердеж носорожий, по-другому не скажешь. Это просто бактериальная какая-то пыль. Потому что для того, чтобы он исправился, он должен годами находиться в терапии, заниматься с просто мега-суперпрофессиональным психотерапевтом, быть у него на контроле, а может быть даже и с психиатром, менять абсолютно все свои когнитивные процессы и стратегии поведения, работать с эмоциональным интеллектом своим. Это такой объем работы, вы себе даже не можете представить какой. Как правило, эти люди не выдерживают этого. И как бы и не хотят. И не хотят заниматься, потому что на это нужно много времени потратить. И энергии, и ресурсов, в том числе и финансовых. Поэтому, когда мужчина бегает и кричит, что я изменился, я все понял и осознал, запомните раз и навсегда. Ваше возвращение к насильнику, который вас избивал, может быть смертным приговором. Я приведу вам очень простой пример. У меня есть курс терапевтический, который называется «Я женщина». Там была участница одна, которая купила эту программу и, не пройдя ее до конца, решила уйти от своего мужа. Ушла. Потом прошла программу, все. Занималась она с психологом, еще ходила к психологу к своему. Там у нее был психолог в городе. Что произошло? Она ушла от мужчины своего, который ее бил. Он начал за ней ухаживать заново. Он рассказывал ей, что я все понял и осознал. Он приезжал с цветами. Он стоял на коленях. Он стал мега-супер отцом. Он подкупил ее через ее родственников, которые тоже говорили, что ну всякое может быть. Ну ладно, ну все, ну человек. Ее похоронили уже давно, год назад. А знаете почему? Потому что он зарезал ее, нанес ей 17 ножевых ранений в тот же день, когда она вернулась к нему в дом. И убил он ее на глазах у своих маленьких детей. Я никогда не буду молчать об этом. Женщины, которых бьют мужчины, стоят в очереди на кладбище. Вы просто не знаете, какие вы в списке. Первая, последняя, либо в серединке. И вы должны это понимать. Вот пока этот эфир идет, и вы его смотрите, уже несколько десятков женщин на территории бывшего Советского Союза умерли от рук своего мужчины. Еще порядка 1500 были избиты. Вернее, 1500 было избито за это время.
а 20-30 человек уже просто не дышат. Уже выехала за ними бригада. Запакуют сейчас в пленку и увезут. Поэтому делайте выводы для себя. Если мужчина бьет женщину, это даже не про хреновый характер. Это не про воспитание. Это про гормонально-химическую потребность причинять боль. Поэтому вы можете, конечно, продолжать эти отношения. Почему нет? Почему нет? Да. Это бесполезно, кажется, объяснять. Каждая из таких женщин, которая терпит бьющего мужчину, думает, что с ней такого точно не произойдет. И так думают тоже, Яна. Вы абсолютно правы. Что многие женщины, которые являются жертвами, они думают, что с ними этого не произойдет. Многие жертвы, женщины, думают, что они глубиной своих страданий, своими страданиями заслужат любовь и уважение, которое на самом деле они не хотят. То есть жертве, в принципе, не нужна любовь. Для нее это незнакомое чувство. Для нее знакомое чувство – это насилие. И так как насилие – это тоже биохимические процессы, которые вызывают очень сильную зависимость, ей становится выгодно быть в отношениях с насильником. Вы должны понять это. Понять и осознать, что там все очень сложно. Вот в понедельник, кстати, у меня будет первая лекция на бесплатной программе про личные границы. Вот. И там я рассказываю очень подробно про такие отношения, про границы личного пространства, про все эти биохимические зависимости, таблички рисую, показываю все. А БДСМ, если обоим нравится, и все добро где-то. Ну, вы там в постели делайте, что хотите. Делайте, что хотите. В постели друг с другом. Главное, чтобы у вас все живы-здоровы были. И все. Так что девушки в телеграм-канале получат ссылку, у кого есть желание зарегистрироваться на эту программу бесплатную. А вы, девушки, если здесь в Инстаграм смотрите, ко мне переходите на страничку главную, в шапку профиля. Там есть ссылочка. Есть ссылочка. А может ли измениться мужчина, бивший свою жену с другой женщиной? Перестать пить, обижать, бить? Или просто приостановиться на время? Есть разные ситуации. Бывают ситуации, когда мужчины меняются с другими женщинами. А бывает, когда они меняются, просто на время притихают. Угу. Так. Родители внушали все время, что секс до свадьбы это плохо. Мол, поимеет и бросит. Теперь проблемы в отношениях с парнем. Не могу довериться. Хотя люблю его и хочу его. Что делать? Идти поработать со специалистом. Найдите себе хорошего, я бы даже порекомендовал вам хорошего сексопатолога. Сексопатолога найти хорошего и с ним проработать это. С ним проработать. В понедельник начало в 20:00 у нас будет. Так. Если женщину били в одних отношениях, в других может повториться то же самое. Может. Вот я вчера вам говорил. Женщины, жертвы, притягивают к себе насильников всегда. Вот есть женщины, которым попадаются постоянно женатые мужики. Есть женщины, которым попадаются мужики, которые хотят только секса, больше ничего.
Есть женщины, которым попадаются альфонсы, маменькины сыночки, а кому-то попадаются абьюзеры. Понимаете? То есть, это же не просто так происходит все. Не просто так. Вот есть флешка маленькая, да? На этой флешке может быть информация. Если здесь, например, вот на этой флешке у меня записан фильм «Бриллиантовая рука». Если я сейчас возьму ее и полечу в Америку и включу ее там в какой-то носитель, какой там фильм я обнаружу? «Бриллиантовая рука». Вот эта флешка у каждого есть вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Понимаете? Туда записывается определенная информация. Эта информация управляет нашей жизнью. Управляет. То есть это скрытые, бессознательные процессы. Когнитивные стратегии, нейронные связи. И вот если здесь уже этот сценарий зафиксирован, вы будете постоянно к себе притягивать одних и тех же людей. Одних и тех же. Плюс-минус там какие-то изменения будут. Не более того. Это о чем говорит? Это говорит о том, что нужно все переформатировать. Отформатировать. Наработать новые связи. Научиться этому. Угу. Как избавиться от эмоциональной зависимости к бывшему мужчине и не привязываться? Вот послушайте в понедельник вебинар мой, правда. Потратьте 2 часа на себя. 2 часа. Вот чтобы вы понимали, как меняется сценарий, я вам сейчас объясню. Смотрите. Представьте, что вам нужно в течение суток все привычные для вас действия выполнять без рук. Вот как хотите. Как хотите. Там, сходить в туалет как-то, я не знаю. Снять штаны. Выпить воду. Вот вы можете себе представить? Представьте себе, да? Как вы думаете, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы приспособиться? На то, чтобы приспособиться к данному, вот к таким данным условиям? Я думаю, не быстро это все получится. Не быстро. Правда же? Это мы говорим только лишь, допустим, про какое-то обслуживание себя. Что в этот момент происходит? Начинают в прямом смысле слова выстраиваться новые нейронные связи. Новые когнитивные процессы, которые позволяют вам нарабатывать совершенно новые привычки, бессознательные состояния, рефлекторно-автоматизированные состояния. Вдумайтесь в это. Когда мы говорим про смену восприятия мира, расширение сознания, многогранности, выхода из сложившихся сценариев, это примерно то же самое. То есть нужна некая инструкция. И я сейчас не шучу. Эта инструкция говорит о том, что вот у меня есть в руках папка. В этой папке лежит несколько тетрадей. В одной тетради написано и прописано то, как я, например, взаимодействую в области границ личного пространства, вот в сфере границ личного пространства. Кто их нарушает, где я нарушаю, как их отстаивать, как избавляться от токсичного окружения, как выстраивать процесс защиты границ личного пространства, как работать со своими убеждениями, как формировать новые убеждения, на основании новых убеждений совершать действия. То есть это такой процесс, который, ну, в принципе, заново научиться ходить. Поэтому, когда многие девушки и мужчины хотят что-то изменить в своей жизни, они только лишь на словах этого хотят. Я объясню вам почему. Вот я почему про эту программу бесплатную свою говорил сегодня. Она длится всего 5 дней. Каждый день по 2 часа. И вот женщины, которые действительно хотят изменить свою жизнь, не на словах, а на деле, они все 5 дней просмотрят. Все 5 дней. Даже несмотря на то, что там какая-то тема может не подойти. Они все взаимосвязаны между собой. Там настолько огромный
объем информации полезный, благодаря которой вы сможете привести свою жизнь в порядок, что было бы желание только воспользоваться. То есть вы пройдете диагностику самую настоящую, поймете, что не так. Если вы не хотите, ну, пожалуйста. Если это только на словах, ну, давайте на словах только. Так. Давайте еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить отношения с отцом, который при малейшей нестандартной ситуации начинает орать и порой доходит до рукоприкладства. И его мама его защищает и говорит, что он прав, что мы его не уважаем. Ну, еще раз говорю, рукоприкладство — это все удел приматов. Я когда слышу иногда разные там предложения, якобы, что физическое наказание для ребенка полезно, что это надо, что да, так это всегда нужно было. Особенно меня дико злит, когда об этом говорят, например, какие-то люди, называющие себя верующими людьми. Да, то есть я слышу там от верующих людей, что надо наказывать. У меня всегда возникает встречное предложение. А давайте за нарушение правил дорожного движения будем херячить, разрешим ГИБДДшникам херячить дубинками водителей. А давайте за то, что вы вовремя не сдали отчет на работе, служба безопасности отобьет вам почки в кабинете у руководителя. Ну что, почему нет-то? Но если вы тупой специалист и не понимаете, как выполнять свои функции и обязанности, давайте вас бить будем, херячить как попало. Вот и все. Вот и все. Я думаю, что мы будем заканчивать на сегодня. Всех хочу поблагодарить. Не обижайтесь за то, что я такой резкий был сегодня в каких-то моментах. Но иногда, правда, злит то, как люди пытаются нарушить границы личного пространства, а это для меня нарушение границ. Я их отстаиваю так, как я умею. Так что ссылку мы, девушки, для вас выложим на регистрацию, на 5-дневный курс бесплатный. Ну и здесь тоже в Инстаграм продублируем и сделаем это. Всем пока-пока и до встречи.